Совсем недавно интернет взорвали планы Microsoft сделать Windows значительно производительнее. Они назвали такую инициативу проектом K2. Это, конечно, не 12-е окна, а пока скорее инициатива. Но, по словам инсайдеров, разработчики обещают переосмыслить не только дизайн, но и некоторые сценарии планирования, то есть того, как и кому Windows предоставляет право поработать на ядре. Мы привыкли измерять производительность игр в среднем числе кадров в секунду или загрузки процессора в процентах из диспетчера задач, забывая, что производительность — это время критического пути. Мы разберем этот процесс на примере Geometry Dash, одной из немногих игр, настолько требовательных к реакции игрока и состоянию клавиатуры. Давайте пройдем этот путь вместе, чтобы увидеть своими глазами, где именно теряется драгоценное время. Мы используем эти 5 программ, которые поэтапно раскроют, как Windows на самом деле руководит потоками и работает с процессором. Погнали! Мы все привыкли открывать диспетчер задач, видеть цифру 100% в графе процессора и думать: ага, так вот кто сожрал все ресурсы. Забудьте об этом. 100% нагрузки вообще не означает, что процессор выполняет полезную работу. Поток может показывать полную загрузку ядра, но при этом сжигать миллионы тактов в холостую в спинлоке, постоянно промахиваться мимо кэша или ждать медленную оперативную память. Кстати, об этих процентах. Для меня остается загадкой, что 67% зрителей смотрят этот ролик без подписки. Друзья, подпишитесь на канал. Мы хотим набрать 150 тысяч подписчиков к середине лета. Вам легко, а мне приятно. Так что понять причину проблем производительности в Geometry Dash в диспетчере задач, увы, не получится. Для этого нам потребуется System Informer. Закрываем диспетчер задач, открываем нашу программу, нажимаем правой кнопкой мыши по Choose Columns, убираем дефолтные колонки двойным кликом и точно так же добавляем самые важные общие метрики производительности: Cycles, Cycles Delta, Context Switch и Context Switch Delta. А теперь следите за руками. Главная идея добавления таких метрик заключается в том, чтобы охватить и реальное выполнение потоков на ядре, и накладные расходы, так называемый оверхед операционной системы, которая эти же потоки прерывает и переключает. Колонка Cycles показывает нам чистое количество тактов, которые процессор честно выделил на выполнение потока. А колонка Context Switch показывает, сколько раз этот поток был вытеснен с ядра. Это происходит либо добровольно, когда поток ожидает каких-то данных, либо принудительно, когда ОС жестко вытесняет один поток ради другого. Приставка дельта у этих метрик означает изменение за единицу времени. По умолчанию System Informer обновляется ежесекундно, поэтому дельта циклов — это количество тактов, потраченных за последнюю секунду на этот процесс. А дельта переключений контекста уже число вычислений за этот же период. System Informer дает нам отличное понимание того, как операционка распределяет такты и как часто вытесняет программы. Но он абсолютно слеп к тому, насколько эффективно это время используется самим процессором, поскольку потраченные такты не означают выполненной полезной работы. Вполне возможно, что огромная дельта циклов вызвана тем, что процессор просто молотит в холостую в состоянии спинлока. Всякий раз, когда происходит переключение контекста, чужие данные нового потока начинают агрессивно вытеснять данные игры из кэша. И когда поток игры возвращается, ему приходится заново подтягивать данные из оперативки. И сколько времени уходит на эти обращения? Сколько раз поток промахнулся, не найдя в кэше нужных данных, и поэтому был вынужден подтягивать их с оперативной памяти? Чтобы не гадать на кофейной гуще, перейдем к микроархитектурному профилировщику Intel VTune. Если на уровне ОС мы работаем с объектами, Windows все существующее здесь есть объект, то на уровне микроархитектуры процессора с инструкциями. Эти нули и единицы процессор должен извлечь, раскодировать в данные или инструкции, распределить по вычислительным блокам и успеть записать результат обратно в регистры, к слову, еще и проверяя, разрешена ли ему эта запись вообще. За один единственный такт ядро может выполнить 4, 6, а то и 8 инструкций параллельно. Значит, чтобы найти узкое место производительности, нам нужно заглянуть глубже, увидеть за каждым тактом работу этого конвейера, посмотреть на счетчики производительности и понять, какую именно функцию можно улучшить, а можно пойти еще дальше, дизассемблировать ее и найти конкретную команду, из-за которой возник bottleneck. И Intel VTune избавляет нас от необходимости вручную расшифровывать показания сотни счетчиков производительности. Программа сама анализирует всю работу процессора и сразу показывает главную проблему. Что мы видим на экране? Почти половину времени наш процессор простаивает в фронтенде. Проблема вообще не в ожидании каких-либо данных из памяти. Процессору просто нечего исполнять. Он ждет инструкций, ведь блок выборки банально не знает, какой год выполнять дальше.
Чтобы понять причину этого, мы спускаемся на уровень ниже и находим главную функцию Cocos – Update Transform. У нее колонка Front-End Latency забита на 100%. Вычислительные блоки ядра абсолютно свободны. Они готовы вычислять геометрию уровня, но физически не могут, потому что ждут, пока инструкция игры загрузится из оперативки. Мы проваливаемся в диsassembler и видим там типичный пример, как классическое объектно-ориентированное программирование начала десятых убивает производительность. Внутри этого метода есть крошечный цикл обхода всех дочерних объектов на уровне, и больше всего тактов, почти 500 миллиарда, сжигает одна конкретная ассемблерная команда. Именно так и выглядит полиморфизм, и для процессора это сущий кошмар, поскольку здесь возникает цепочка из двух зависимых чтений. Сначала процессор должен обратиться к памяти самого объекта, например, нашего шипа или партикла, и прочитать оттуда указатель на таблицу виртуальных функций, так называемый VPTR. Этот адрес загружается в RAX, и это первый потенциальный кэш-мисс, но это еще только полбеды. Ведь затем ядро берет этот адрес из RAX, прибавляет к нему 0x300, то есть 768 байт, снова обращается к оперативке, на это указывают квадратные скобки, и только оттуда извлекает целевой адрес самой функции. А это уже второй возможный кэш-мисс подряд. Получаются две медленные ошибки чтения, где вторая зависит от первой, и их физически нельзя распараллелить. Только после этого процессор наконец-то понимает, куда именно нужно перейти. Ситуация усугубляется еще и тем, что Cocos перебирает массив из условно 50 тысяч абсолютно разных объектов. Первый шип, второй партикл, третий триггер и так далее. И поскольку типы объектов постоянно чередуются, ядро физически не может заранее предсказать, какая именно функция для какого объекта ему понадобится в следующую микросекунду. Целевой адрес функций всегда оказывается новым. Обычный предсказатель ветвлений здесь абсолютно бессилен, он умеет угадывать только направление простого условия по типу if-else. Для этого используется BTB – Branch Target Buffer. Когда процессор встречает инструкцию косвенного перехода на этапе выборки, он обращается к BTB, чтобы узнать целевой адрес следующей функции еще до этапа вычисления и обращения к памяти. Но из-за отсутствия последовательности объектов предсказатель ошибается, случается так называемый BTB-miss. Отбрасывает все спекулятивно выполненные микрооперации и обновляет состояние BTB новым адресом, тратя лишние такты. Но потерянные на сброс конвейера такты – это еще цветочки. Нужных инструкций для правильного пути в кэше может и не оказаться, и ядро будет вынуждено скакать по азу, переходя то от функции рендера обычного шипа, то к функции обновления системы частиц. Вот и получается, что Geometry Dash страдает из-за порядком устаревшего движка, который заставляет тратить, внимание, 80% времени не на сами вычисления графики или физики, а на мучительный поиск адресов и подгрузку инструкций из оперативки. Вероятно, это все можно было бы разобрать с помощью ИИ и не тратить время. С учетом того, как быстро развивается искусственный интеллект и сколько новых нейросетей появляется каждый месяц, возникает логичный вопрос: как работать со всеми этими инструментами без десятков подписок, аккаунтов и сервисов? На помощь приходит Польза AI, агрегатор нейросетей, который объединяет сотни российских и зарубежных ИИ-моделей и провайдеров в одном месте. Тексты, код, изображение, видео и аудио. Все доступно через единый кабинет. Работайте как угодно, через API для интеграции в свои проекты или в простой нейростудии без сложных настроек. Внутри платформы есть полная прозрачность по всем расходам и активностям. Отслеживайте запросы, стоимость каждого действия и общий бюджет. Сравнивайте, выбирайте лучшее решение и контролируйте затраты без сюрпризов. Польза AI отлично подходит не только для индивидуальной работы, но и для команд. Добавляйте участников, распределяйте роли и права доступа, управляйте общим балансом и получайте всю необходимую отчетность, да закрывающие документы в одном месте. Единый баланс, оплата в рублях, автопополнение и история всех списаний избавляет от лишней бухгалтерии и экономит время. Переходите по ссылке в описании, тестируйте возможности нейросетей уже сегодня. А сейчас мы не можем заставить Роптопа переписать Cocos и избавить его от проблем полиморфизма. Но именно здесь наше расследование делает крутой поворот. Ведь он показал нам главное: игра панически боится потери кэша. То есть производительность игры зависит не столько от производительности процессора, сколько от того, насколько непрерывно ее потоком позволено работать на ядре и насколько защищен от ее вытеснения кэш. И проблема в том, что он совершенно не защищен.
Планировщик Windows может безжалостно вытеснить поток игры в любую секунду, чтобы отдать ядро другому потоку с более высоким приоритетом. Нам нужно что-то такое, что способно отследить каждое событие операционки, его причину и последствия. Такую технологию создали в Microsoft и назвали ETV – Event Tracing for Windows. Система записи трассировки с почти нулевым оверхедом. Чтобы исследовать производительность GD, воспользуемся небезызвестным Windows Performance Recorder, Windows Performance Analyzer и Media Experience Analyzer. Это программа для записи трейсов с системными событиями, или же ивентами, и их последующего анализа. И вы бы знали, какая это крутая и удобная штука. Третий раз все-таки показываю. Благодаря ETV мы почти не влияем на производительность Windows самим фактом сбора трассировки, ведь на вызов функции записи события уходят доли микросекунды. Но цена этого в том, что в режиме memory данные трейса пишутся прямо в азу. Разработчики дали нам возможность самим выбирать провайдеры, то есть источники данных, поскольку чем больше провайдеров включено, тем быстрее забивается выделенная область в оперативке. Поэтому активировать нужно только необходимое. Например, в ролике про реверс мы отмечали только Registry.io, потому что хотели видеть исключительно общение сетапника винды с реестром во время проверки железа. А для детального профилирования GD мы поставим галочки только на CPU Usage и GPU Activity. Далее запускаем игру, альтабаемся на VPR, нажимаем Start, играем минутку и завершаем трейс, нажав кнопку Save. Ждем сохранения файла и нажимаем Open in VPA. Теперь, когда мы открыли трейс в VPA, мы можем узнать имена процессов и конкретные потоки у этих процессов, которые чаще всего прерывали нашу игру. Для этого перейдем в раздел CPU Usage Precise, зажимаем правую кнопку мыши и перетаскиваем этот датасет на панель просмотра. Переходим в OpenView Editor, выделяем все, нажимаем Delete и добавляем нужные нам метрики. Old Wait Reason, Old Process, New Process Name, Thread Name, New Thread Stack и Count. Его за желтую линию. Давайте выясним, кто именно прерывал нашу игру. Поскольку нас интересует исключительно принудительное вытеснение, в списке причин мы оставим только вот это. Соответственно, в фильтре ранее работающих процессов выбираем нашу игру. Развернув колонки, мы видим, что суммарно GD принудительно прерывали 1834 раза за 1,5 минуты трейса. В первую очередь на себя обращает внимание FXSound и AudioDigi.exe. Сначала эквалайзер FXSound совершает 433 вытеснения, улучшал звук. Затем его данные принимает AudioDigi.exe. Он занимается пополнением пройденного через FXSound буфера звука. Следом идет драйвер диспетчера видеопамяти. У его потока приоритет выше, чем у игры. Поэтому, когда ему нужно перенести данные между оперативной и видеопамятью, планировщик вытесняет Geometry Dash и отдает ядро драйверу. А уже на ядре драйвер получает монопольный доступ к данным, устанавливая легкую эксклюзивную пуш-блокировку и делает свою работу. В нашем случае этот драйвер вытеснил игру 395 раз. А теперь посмотрим на DVM-exe. В моем случае его активность вызвана использованием Full Screen Optimization. Упрощенно говоря, эта функция должна давать игре прямой доступ к экрану, минуя DVM. Но Desktop Window Manager при этом никуда не исчезает. Как только появляется хоть какой-то оверлей, например, вы нажимаете Alt-Tab или всплывает обычное уведомление, он резко просыпается, чтобы бесшовно наложить оверлей. Плата за этот комфорт – неизбежное прерывание игры, причем как в моменты появления окон, так и во время периодических проверок о наличии оверлея. Наконец, остаются программы, которые почти не мешали игре. Потоки Explorer.exe суммарно прерывали игру 20 раз, а эта двойка всего по 6. Последнее, что нам осталось понять, как именно RobTop распределил функции, которые выполняют потоки игры. Какой поток обрабатывает ввод с мышки? Какой поток обрабатывает геометрию всех объектов? Какой поток все это собирает и отправляет на экран? Ведь если свалить все или большинство этих функций в один поток, то любое его вытеснение будет сопровождаться приостановкой выполнения вообще всех вложенных в него функций, а это приведет к гарантированному пропуску как минимум нескольких кадров. Для этого мы воспользуемся Media Experience Analyzer. Открываем тот же самый трейс. Как мы видим, внутри процесса работает множество потоков. Как правило, у главного потока число юнитов, то есть количество сэмплов, зафиксировавших его активную работу на процессоре, самое большое. Однако, это надо еще проверить.
Обратите внимание на боковую панель. MIDI Experience Analyzer по умолчанию заботливо выводит 3 таблицы с колл-стеками. Ready Thread Call Stack – кто именно разбудил поток, Context Switch Call Stack – почему поток уснул и отдал ядро, и Sample Profile – какая именно функция вычислялась на ядре в момент сэмплирования. Чтобы понять, какие именно функции выполняет поток, нам нужна только третья панель. Убираем лишнее и смотрим, какие функции выполнял этот поток в это время. А получилась интересная картина. В игре есть выделенный поток для ввода, но основной поток совмещает обработку логики, физики и рендера. Сами посмотрите. Когда вы нажимаете на левую кнопку мыши, сигнал от прерывания проходит так называемый стек, или же цепочку последовательной обработки, начиная от USB-контроллера, заканчивая Win32K Full.sys. В этот момент поток DVM, Master Input Thread, находит поток ввода игры в списке ожидающих и пробуждает его. Пробужденный поток ввода игры вызывает функцию getMessageA, чтобы забрать сообщение с данными о клике и обновить локальную переменную состояние мыши, то есть зафиксировать состояние о том, что левая кнопка мыши была нажата. Главный поток игры читает эту локальную переменную. Да, из-за отсутствия отладочных символов мы не видим здесь красивых названий функций, а лишь голые адреса вроде такого. Но их расположение в колл-стеках говорит само за себя. Эти вычисления происходят ровно между обработкой ввода и отправкой кадра на рендер, поэтому именно здесь и прячется обработка физики. Главный поток обрабатывает ввод согласно внутренней логике игры. Например, если мы нажали внутри орба, то кубик подпрыгнет, а если внутри ракеты, то подлетит, а затем запускает обход массива объектов для формирования очереди рендера. Именно на этом этапе и возникает та самая проблема, которую мы заметили в VTune. Всякий раз, когда процессор встречает новую инструкцию косвенного перехода, он обращается к BTB, чтобы угадать целевой адрес следующей функции. Но из-за отсутствия последовательности объектов в оперативке, предсказатель ошибается, сбрасывает все спекулятивно выполненные микрооперации, тратя на это драгоценные такты. Как я уже говорил, на это ушло 500 миллиарда тактов, то есть примерно 80% всего времени работы функции было потрачено в холостую. Рано или поздно процессор все-таки закончит этот мучительный обход графа. После того, как положение кубика было обновлено и игровая логика отработала свой такт, главному потоку нужно вывести эти данные на монитор. Здесь уже начинается рендеринг. Собрав все данные, главный поток вызывает вот эту функцию, которая передает управление вот этому модулю. Выполняя его функции, главный поток компилирует всю накопленную геометрию в командный буфер и сохраняет его в оперативную память. Но об этом видеокарта пока еще не знает. Чтобы она узнала, главный поток вызывает уже вот эту функцию. Этим он передает ядру указатель на буфер. А для смены указателей фронт и бэк буферов поток вызывает уже вот это. Работа главного потока на этом заканчивается. За планирование того, какая задача пойдет на какие вычислительные ядра видеокарты, отвечает планировщик видеопамяти, небезызвестный Windows Display Driver Model. Проснувшийся поток считывает указатель из памяти и через вот эту функцию ставит соответствующую задачу напрямую в аппаратную очередь видеокарты. Видеокарта запускает создание пикселей и наконец-то выводит готовый кадр на монитор. Думаете, Роптоп это не понимает? Еще как понимает. Он прекрасно знает, что главный поток занимается и логикой, и физикой, и рендером, и что в случае его вытеснения игра гарантированно залагает. Но ничего не может с этим поделать из-за страшного для любого разработчика слова – обратная совместимость. Это как приложение на .NET Framework запускать на Windows 95. Стоп, уже это запускали! Автор игры оказался в заложниках своего же legacy кода и пошел путем добавления костылей вроде Click on Steps, Click Between Steps и многих других. И знаете, что самое поразительное? Все, что мы сейчас разбирали, это путь всего одного единственного кадра. И чтобы кубик на экране плавно перепрыгнул через этот шип, этот цикл должен успеть обработать 60, 144, а то и 240 раз за 1 секунду. На 144-герцовом мониторе любая задержка, удлиняющая критический путь от ввода до вывода, хотя бы на 5 миллисекунд, почти гарантированно приведет к пропуску кадра. И теперь вы видите сами. Чтобы понять, как на самом деле работает Windows, достаточно совсем немного любопытства и 5 правильных программ. Мы своими глазами увидели, где именно теряется производительность, и если Microsoft действительно научит планировщик защищать ядро с чувствительными к задержкам потоком, мы получим операционку совершенно другого уровня.
На самом деле это они уже сделали, но об этом я пока тактично умолчу. Ребята, я делаю такие разборы, чтобы любой из вас, от геймера до разработчика, смог отпрофилировать свою программу и понял, как можно улучшить ее производительность. И чтобы такой контент продолжал выходить, мне нужна ваша помощь. Алгоритмы не жалуют такие сложные ролики. Ваша подписка и комментарий – это то, что дает новым роликам жизнь. А если вы готовы финансово поддержать создание таких разборов, все ссылки в описании. Все донаты и сообщения к ним публикуются в отдельном телеграм-канале, а ваш никнейм будет указан в конце каждого видео в знак благодарности. Огромное спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и до скорых встреч, дорогие друзья!